Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. В этом видео мы будем с вами разговаривать касательно очень одного интересного экспериментального эффекта, который ставится на рельсы. Ответный залп. Эта штука, можно сказать, необходима в ПВП, по поводу ПВЕ не уверен. Так вот, как эта штука у нас вообще работает? Я не видел тестов, ничего толком не нашел, поэтому давайте-ка посмотрим, как вообще это делается, сколько нужно рельс, 1, 2, 3, 4, сколько выстрелов, непонятно, банки тоже разного размера. В общем, давайте разбираться. Обо всем подробнее далее, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! И да, не забывайте то, что еще рельсы бывают разного размера, первого и второго, и имперский молот, так что тоже есть вопросик, который нужно решить. Собственно, чтобы сделать так пушечки себе, вам нужно отправиться на трофи кэмп к инженеру Тодд Бластер Маквин. Благо, этот инженер у нас начальный. И да, он может делать наши рельсы в 5 гаек. Я бы вам рекомендовал делать все возможные рельсы, будь то молот второго размера обычные, либо первого, исключительно в дальний бой. И, естественно, экспериментальный эффект ответный залп. Давайте почитаем. Механизм зарядки рельсовых снарядов, позволяющий влиять на работу щитовых ячеек. При попадании по цели, использующий щитовую ячейку, повреждает ее и снижает скорость восстановления щита за счет уменьшения наносимого снарядами малого калибра урона. Вот это вот мы и ставим. И это мы будем тестировать. Методика тестирования будет выглядеть следующим у нас образом, друзья. На Анаконде стоят 2 рельсы первого размера, 2 рельсы второго размера и 2 имперских молота. Корабль, цель, будет скидывать свои щиты с помощью тихого хода, потом восстанавливать ремонтом, починкой. На тот момент, когда я дам сигнал из пучкового лазера, используется одна банка. Смотрим, сколько она восстанавливает, после чего еще раз по моему сигналу активируется банка, также с 50% щита. Но в этот раз я уже работаю рельсой. И будем смотреть, сколько выстрелов какой рельсы понадобится. Если будет хватать, скажем, одного выстрела одной, то из 2 мы стрелять первого размера, собственно, не будем. Банки, которые примут участие 5 размера, 6, 7 и 8. Банка 5 размера. Давайте посмотрим, сколько она восстановит, просто если проработает весь свой цикл. Как видите, призматические щиты. Но там будет довольно мало щита восстановлено, мне кажется. Учитывая общий объем, а хотя нет, уже 54%. Понятно, 4%. Ясно, понятно. Теперь то же самое, но уже будем стрелять первыми рельсами. Один выстрел обычный первой рельсой. С инженерами. Смотрим, что у нас изменится. Собьет или не собьет? 53. Хорошо, давайте 2 выстрела из первых рельс. Теперь 2 выстрела. Смотрим, сбилась или не сбилась. 52 уже процента. Хорошо, давайте сделаем 4 выстрела первыми рельсами. Мало кто их вообще будет использовать для сбития, но все же посмотреть нужно. Дальше будем уже использовать только вторые. Опять 5-я банка, но 4 выстрела. По идее, полностью сбито. Как видите, 50-51%. Можно сказать, сбили. Возможно, это был реген щита. Все-таки стоял он тут какое-то время. Теперь все то же самое, но со вторыми рельсами, обычными. Сначала один выстрел, второй. %50 до сих пор держится. 51, 52, 52. Хорошо, 2 выстрела. Второй рельсы сейчас будет. Давайте смотреть. 2 сразу ударили. Смотрим. 50% до сих пор у него держится. 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 И что-то сейчас плохо видно. И да, также 50%. 2 выстрела второй, либо 4 выстрела получается первый.
Интересно. Но что будет, если мы возьмем имперский молот на это дело? Смотрим. Это все еще, если что, у нас пятая банка. 3 выстрела. Молотом прошло 51, 52, 52. Ясно, понятно. 2 выстрела с имперского молота. Ну и по идее будет также 50%, потому что если бы обычная рельса сбила, а 2 молота бы не сбили, было бы интересно. Да, 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 также 50%. То есть получается 2 выстрела второй рельсой, 2 выстрела имперским молотом, пятая банка. Ох, видос будет нелегкий. Давайте шестую. И сейчас уже будем смотреть на имперском катере, это шестая банка. Смотрим, сколько она восстановит за одно прожатие. Пятьдесят 52, 53, 54, 55. 55. С этим мы будем работать. Начнем с обычных рельс. Но будет уже стартовая отметка 2 выстрела. Смотрим. Каким-то волшебным образом 2 выстрелами она сбилась. Я не понял, как это произошло. Видимо, просто-напросто 2 выстрелов на это дело хватает, что на шестую банку, что и на пятую. Сейчас будет уже имперский молот. По идее, 2 выстрела будет то же самое. Смотрим. Да, 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 еще раз, да. Также 51. Хорошо, также 2 выстрела. Теперь давайте, друзья, разбираться с седьмой банкой. Пояснительный момент. Если что, у корвета и у катера разное количество щитов. У катера 7940 единиц, а у корвета у нас уже 5982. Может быть, это будет для вас важно в плане высчитывания процентов. Может быть. Смотрим, сколько восстановит седьмая банка. Пятьдесят 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, будет ли больше 61, 62. От этого с вами будем отталкиваться. Смотрим. Обычная рельса, 2 выстрела. Что сейчас будет? Банка седьмая, напоминаю. Смотрим, 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 смотрим. Так, 51 вижу. 51. Если что, мы делаем сейчас уже второй заход. Седьмой банкой, 2 выстрелами обычной рельсы. И вот опять 51. Интересно. Но имперский молот покажет точно то же самое, я думаю, 2 выстрелами. Будет, скорее всего, то же самое, либо даже останется на 50. 51. 51. И вряд ли это реген. Интересно, интересно. 2 выстрела обычные, 2 выстрела молота снимают, что седьмую банку, что шестую. Одинаково. И что пятую, что удивительно. А пятую снимает еще 4 выстрела первой рельсы. Я честно ожидал увидеть другое. Да, это скорее всего восстановление, потому что тут уже 52 у него. Ладно, повышаем, берем 8-ю. Посмотрим, сколько 8-я банка у нас восстановит. Опять-таки было 50. Сейчас чуть подвину, чтобы было лучше видно циферки. 52, 53. Ну, потихонечку, потихонечку, потихонечку накидываем-с. Накидываем-с. 59 уже, 60, 61, 62, 3, 4,
64% щита. Хорошо. Исходные данные есть, пошли развлекаться. Начнем с 2 вторых обычных рельс. Не молоты. Смотрим. Сколько восстановит? 51. 52. 53. 54. Вместо 64, это учитывая 2 выстрела. Давайте попробуем сразу 3 выстрела обычными рельсами, почему бы и нет. Надеюсь, успею выстрелить. Было 54. Значки, кстати, появлялись. То, что с щитами проблемы. Так что сейчас посмотрим. Да. 52. 52 вместо 54. Хорошо, давайте 4 выстрела обычными рельсами. Ждем-с. 51. Ну, 51, судя по всему, это был просто реген щита. Нет, 52, смотри-ка, как интересно. Да, ну, в общем, ясно-понятно. 2 выстрела обычной рельсы очень сильно сбивают. Но не полностью. 3 выстрела, 4. Разницы особо немного. То есть 2 достаточно. Ладно, хорошо. Давайте возьмем имперский молот. Было 54 обычной рельсы с 2 выстрелов. Ждем-с. 51. 52. 53. Интересно. Давайте, знаете что? 4 выстрела первыми попробуем. Сейчас снимем щиты до 50. Дадим сигнал. Надеюсь, успел. 51. 52. 52. Что же за жопа такая, а? Учитывая то, что я сейчас видел на тестах, можно, так сказать, подумать, что есть зависимость от урона, который наносит пушка за 1 выстрел. Что мы делаем? Сейчас я делаю ребут. Посмотрю, сколько 6-я банка восстановит мне щита, а потом проверим это дело. По мне выстрелит сначала обычной лонгорельсой, а потом шорт-рельсой, ну, короткой. Что это означает? У рельсы с дальним боем урон такой же, как у обычной, а у шорт-рельсы урон выше. И должна быть разница в плане щита. Смотрим, сколько восстановит. И ждем, пока запустится щитонакопитель. На всякий случай отключу. Прожимаю. Warning, temperature critical. Warning, taking heat damage. 10%. И идеально. Давайте смотреть. Погнали. Был 1 выстрел по мне. Ждем.
55. Хорошо, давайте шорт-рельсу. Надеюсь, разница будет, потому что иначе, ну, очень много непоняток, друзья. Прям очень много. Ждем восстановления. Даем сигнал. Активируем, теплоотвод кидаем. Получили в лицо. Ждем. Да, действительно. Действительно, зависимость от урона, друзья. Интересно. Интересно. Хорошо, что хоть в этом разобрались. Чем больше урона с рельс с таким экспериментальным эффектом мы нанесем, тем будет хуже для банки. Но есть еще одна проблема. Что будет, если противник активирует сразу две банки за один раз? Насколько вы помните, исходя из этих тестов, то седьмая банка сбивалась двумя выстрелами, как обычные рельсы, и двумя выстрелами имперским молотом. Сейчас приедет катер, активирует их сразу две, и я сделаю два выстрела. Посмотрим, что с этого получится. Просто смотрим, сколько сейчас 2/7 банок восстановится счета. Так, хорошо, 60. 70. 73. Есть с чем работать. Теперь все то же самое, но будем стрелять. Главное успеть. Есть. Два выстрела вторыми обычными рельсами. Ну, с эксперименталочкой. 51. 52. 53. То есть, в принципе, двух выстрелов со вторых рельс хватает, ну, чуть ли не на все банки, даже когда их две. Я это так понимаю и так вижу. Ладно, давайте имперский молот. Смотрим. Пятьдесят один. 52. 52. Ну, просто урона у имперского молота, если вы не в курсе, немножечко выше. Вот, наверное, видна разница. Давайте сейчас прям посмотрим точные характеристики. У рельса второго размера урон 33, а в секунду 40. Хорошо. Теперь ищем. Да где ж ты, ё-моё? Вот. Здесь 12, но выстрела 3, то есть 36, а в секунду 49. Вот поэтому и такая разница у нас была. Что у нас получается в сухом остатке? Смысл таскать две рельсы с ответным залпом в принципе у нас нету. Нам нужно просто, чтобы у нас была одна такая второго размера и делать два выстрела. Это хватит для пятой банки, для шестой, для седьмой. Для восьмой, конечно же, она все же восстановит некоторое количество, но все равно с большим штрафом. Если хотите прямо уж посерьезки к этому делу подходить, то ставьте две рельсы второго размера, делайте 4 выстрела, этого хватит намного, даже если используется двойная банка 7 класса. Но не ставьте шорт-рейндж рельсы. Не надо вам этого делать. Ставьте только исключительно дальнобойные. Я это вижу так. Если вы не согласны со мной, либо что-то не так показал в тестах, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии, потому что, ну, тема реально интересная. Я был уверен, что для 7-й, для 8-й нужно будет больше, нежели этого. И спасибо большое Фури за то, что принял участие в данных долгих тестах. Это было нифига не весело. Так вот, почему Фуриз активировал щитонакопитель именно по моему сигналу и только так? Да потому что у щитонакопителей есть время раскрутки, и вы должны, друзья, в это время попасть и успеть выстрелить с той самой рельсы с таким экспериментальным эффектом. Иначе чудо не случится, магии не будет. Но это можно подкрутить.
Циферки, 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 еще раз циферки. Кориолис. Что у нас тут получается? Накопитель 7 размера, 6, 5, 4. Время раскрутки 5 секунд. Но, как вы видели, у меня 6. У меня 6, потому что у меня стоит адаптивный и босс-ячейки. Это больше, как я думаю, PvE вариант. Потому что если мы поставим сюда быструю загрузку, будет уже 3 секунды. И вот в это окно вам нужно будет попасть, чтобы нанести урон по щитам с помощью рельсы, дабы сработал экспериментальный эффект. И это, блин, конечно же, довольно серьезная разница. 3 секунды и 5 секунд, потому что включать вы банки будете во время пролетов. То есть летите друг на друга, когда оказываетесь в том направлении, положении, когда противник уже вас не видит, и вы от него отлетаете, прожимаете банку, и за 3 секунды, если он успеет до вас довернуться и попасть по вам, тогда да, сработает. В общем, суть уловили. С помощью экспериментальных эффектов ускорить это дело не получится, как бы вы ни хотели. Что бы вы ни ставили. Босс-ячейки вообще добавляют у нас время к этому. Так что ставить вы в принципе знаете. Все. Циферки, циферки, циферки прочь. Давайте разговаривать касательно применения. В плане PvP понятно, это необходимо, это нужно. Я говорю про использование данного экспериментального эффекта на рельсотроне. Но нужно ли это в PvE? Давайте подумаем. Наша боевка против Неписи проходит, в принципе, довольно более-менее гладко, учитывая тот момент, когда мы доходим уже до инженеров, вплоть до пиратского лорда. Если, конечно, вы не полетите то на маленьком корабле. Полетите на Анаконде, на корвете, на катере, крайте, фердилансе, все будет у вас прекрасно. Так что в PvE лучше не брать эту штуку, а поставить что-либо другое. Все-таки свободный слот под вооружение — это хорошо. Можно поставить плазму, многоствол, лазер на теплоотдачу, почему бы и нет. Да и ту же самую рельсу с плазменно-рельсовым снарядом, который позволит вам забыть, что такое пополнение боезапаса. Вы будете брать боезапасы своего топлива. Крутая штука на самом деле. Надеюсь, сильно, друзья, я вас не утомил. А у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Elite Dangerous, которые для вас отснял, друзья. И там свыше 600 видео. Просто кошмар. И 22 плейлиста на различные темы еще в описании по этой игре. Но общая информация в одном большом плейлисте по элиточке. Наш любимый, конечно же. Плюс будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, кооперироваться, чтобы поиграть в другие игрушки, почему бы, собственно, и нет. И, друзья, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.